твои сильные мужские молодые руки. Пару зубчиков чеснока, можно даже 3. Скажи, где вас там учат жаловаться? А? Вот так вот. Ой, боже мой. Он просто не хочет работать, он ленится. Вот я вот это и говорю, это стройно уже идет, получается? Это у нас в крови. В генах уже? Он хочет, чтобы там был чеснок, но не его руками. Да. Чтобы Катя потом обвиняла тебя еще И один. фразу, чтобы у вас ручки не болели, это придумали евреи. Причем не за свои, а за те чужие, которые за них работают. Вот ты молодец. Все. Не, ну самое главное, что благодарные. Не, ну ты посмотри на эти руки, правильно? Где он взял такие руки, дай бог ему здоровья. Великолепно. Ты что он так работает, что у меня аж самому Это захотелось. уже открыто. Все, поливай не надо. Чтобы у вас ручки не болели. А до меня дошло, ё-моё. А что, вы его сюда перекатили? Катя, Ну, красиво. слышишь, тут такое началось, мы еле справились. Баб Катя. Вот прямо на привоз. Угу. Событие сегодня. Грустное. А что грустно? Это были самые лучшие 2 дня, проведенные возле любимого человека. Мгм. Слава богу, что закончились. Марат, Джан, подожди. Друзья, всем привет, с вами Скрипан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Всем шалом. Ни слова дальше. Так давай его еще на пару дней оставим. Катя, успокойся, ты что? Я же сказал, это были 2 дня. Все. Там еще есть песня такая. Было, но прошло. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. О, Тихо. прям морской волк. Послушай меня, скажи. Сегодня событие? Наверное. Катя, да весь мир с той стороны телевизора говорит, что это событие. Марат Событие. пробыл у нас 2 дня. Провел с удовольствием время. Мы рядом с ним нахватали столько опыта, приготовили пару блюд. Не, мы тебя не в рейс провожали. Не надуло. Короче, и песня у меня за это дело созрела. Сразу предупреждаю. Смотри, все, что я делаю, Катя, как, знаешь, это там дисклеймер или как это? Критике не поддается. Бла-бла-бла. Смотри, все, что я делаю, это нашей семье не мешает. Правильно, Марат? А за песню я не обманываю. Смотри, Катюша. Так, где там? Это что, Беня? Катя, Да, как это Беня? ну вот так. И люк. Да, Не, Беня здесь, ты напугала меня. это этот, Он, Люк. это ж благородный Леопольд. Да не, Люк туда не достанет, там чисто был именно крик кошака. Ты понял, какой агрегат? Гоняется. Ладно, давай к событию вернемся. А какое? Я тебе сразу говорю. Вот я просто достал пиво, вижу, у него сейчас там идет, что у той бабы-яги, понял? Ну, погоди. мне уже тошнит от вашего когда ручку перевернул, там баба-яга красавица, баба-яга красавица. Катя, это не должно вредить нашим отношениям, поэтому оно не вредит, а я спою. Под ногами земля, Богом данная твердь, спотыкаться о камни нет мочи. Хорошо отдыхать, хорошо песни петь, только в море вот хочется очень. И снова вдаль идет Марат, зовет и манит его Давид. Хорошая песня. Короче, и на коня мы вам приготовим замечательное блюдо, мы давно его хотели. Созревало очень долго. Теперь все, я уже поговорил, дальше только с меня могу хрипеть потихонечку. Ребят, есть такая штука в Израиле, очень-очень-очень, ну прям супер популярная, она называется, евреи не заморачивались, назвали ее просто хацелим. А хацелим на иврите это баклажаны. Что там? Ну, птиц гоняют. Хотя не птиц, там вот тот кошак, который охотился на воробьев, стрижов и всех этих птиц, подошел к забору. А Люк сейчас ищет этого кота вдоль забора и рвет тебе жоржины, пионы, хризантемы. Вот все, что ты там не посадила. Я там кактусы посажу, И твой елки-палки. горох. Сади кактус. Люк, иди сюда. Люк, Я потихонечку. Да. Сережа, у меня на жопе глаза тоже есть. Блин, вот она у тебя глаза стоят. Катя, Да. мне кажется, твои глаза пора... А ну моргни левым глазом. Мне кажется, твои глаза пора к барберу сводить. И что он сделает? Ну, за Давида давай выпьем, пусть почаще устраивает тебе такие каникулы. Не переживай, скоро он Еще опять опять? устроит.
Ну ты ненадолго домой, как Всем это? счастья и здоровья. Кстати, Что? будьте здоровы. Вообще-то это была не водка, ее так не пьют. Это пиво Вообще-то это вкусно. маленький стаканчик для пива. Я знаю, что ты любишь немного и холодное. Ты домой едешь, что делать? Мыться и трусы переодеть, чтобы опять вернуться? Да. Смотри, помыться ты можешь у нас, а за трусы можешь не переживать. Звони Давиду, что ты никуда не уезжаешь. Обераходью, ту-ту-ту-ту-ду-ду. Это вот эти? Это однокомнатная для твоих медебецл, понял? Понял. Это та вещь, в которой твоя таранька чувствует себя. Короче, это лучший аквариум для мужской таранечки. Катя, понял, знаешь, он так молчит и ревностно к этому относится? А потому что у них женских нет. Только мужские. Мансет только мужские. Плавки, шорты, что угодно. Ёханый бабай. Ой, какой неприятный звук. Фу. Что? Нет ничего. Звук Ты режущийся. всевозможные делаешь шахеры-махеры, чтобы обломать наше счастье, Катя. О. А? Скануй. Хай прибуде з тобою свобода. Чтоб ты понимал? Да. А вот это я вам рекомендую. Відскануйте. Розблокуй доступ до переваг. Клуб вільних бананів. Это мы с тобой. Потому что у тебя такие есть, а у кого нет, ребята, рекомендую. Долго за это говорить не буду, но где же они? Но вот вот синенькие Да, будем мерить. баклажанчики скажут вам спасибо. Марат, Мама дорогая. тут что угодно. Тут мне, тебе, это ваш Елисейке. Как это? Судя по свертку, я думаю, ви розумієте. Катя, подожди. Ага. А на ноги что ему одевать? Подожди. Вот это Эмочка. А это Элечка. Смотри, А как это так? Смотри, у них это чехол А, да, для баклажанчика. я понял. А, это разные виды, наверное. Короче, смотри, у них от минималки и до 8XXL, поняла? До восьмерки там можно магнум, короче, хранить, и все у тебя будет нормально. Давиду Ты надо шо? 2 XL. Ну тебе виднее. Катька, а что у тебя за глаз задергался? А? Хорошо, що у мене рот не задергался, а только глаз. Так ты его так сдерживаешь, что ж глаза затрусились? Так, мы готовить будем? Нет, трусы будем мерить, Марат. Ну, сейчас померяем и в трусах будем готовить в новом. Конечно же будем. Не, мы собрались готовить. Пошел дождь, сорвался ветер. Марат говорит, все, накрылось медным тазом. Я говорю, нет. Спасибо, Space Glass. Не в этом сарае. Здесь можно и днем, и ночью. И в Да, трусах. только мы занесли. И без трусов, без съемки. Да, только мы занесли все. Ветер выключили, солнце включили. Катя. Судя по тому, что ты привезла, мы сегодня уже никуда не едем. Да. А вообще все, слышишь, хватит пурги, вот этой ахинеи, вот этих вот веселых речей. Хочется чего-нибудь серьезного, что мы приготовили уже, и я ушел в огород. У меня 2 Давно ящика. пора. У меня со вчерашнего дня непонятные ломки в радикулите происходят. Я хочу идти копать, сажать помидоры, те же синенькие, перец, огурчики. Оксаночку бы тоже попросила мне помочь, но Какую Оксаночку? которая вчера прислала это все. Она вообще-то Яночка. А что я не тут сказал? Яночка, бери Оксаночку и ко мне. Оксаночка мне. А ты не уезжай. Так, все, маршируйте. Катя, ты всем видела синеньким. это сомбреро, что я вчера в Инстаграме делал? Ребята, я вас хочу попросить. Да сделайте доброе дело. Пришлите ему еще одну такую. Да, слава богу, я и без шляпы исполняю. Подпишитесь на Инстаграм. Там 70 тысяч есть, надо еще 30. Пусть будет 100, а чего не? А? Правильно, я тоже так Там с считаю. нас для вас всегда коротенькие, но хорошие ролики. Душевные, семейные. Катя, А, ну то, что вчера было 2 раза в шляпе, сегодня вряд ли, будет 2 раза без шляпы. вряд ли их семейными назовешь. Что ты мечешься? Где реквизит? Вон гитара-то. Да я видела уже. В Инстаграме? Не надо повторяться. Может, кто не видел? Так Mi посмотрим в gusta, amor, Инстаграме. guitarra, mi gusta, amor, el sion, cuanto canto, mi compagno, mariachi, compañón. Ay, 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 mi amor, ay, mi morella, en mi corazón. Короче, это сейчас я пою, а вчера мне Бандерас подпевал. Что мы с ним вчера тут делали, короче, рвали и метали. Что, я посмотрела на А что ты часы? глаза закрыл? Стыдно со мной, да?
заикался уже, Сереженька. Ах ты, Катя, не видать тебе нормальной шляпы, солнышко мое. Ай-яй-яй-яй. Хотя ты подписан, ты видел. Ну что, давай поближе к этому рецепту. Давай. Хацелим. Что мне надо делать? Очень популярный. К сожалению, в Израиле его безумно любят, но мало кто готовит сам, потому что в магазинах миллионы просто разновидностей его. В разные Ленятся? фирмы, в баночках, с майонезом, со сметаной, с йогуртом в нашем случае сегодня будет. Абсолютно. Кто-то добавляет затор, кто-то добавляет разные специи. Поэтому, но это очень популярно. Еще называют баба-гануш. Есть такое название, наверное, ты слышал. Такое, Баба-гануш, да, и азербайджанская кухня, и, это, это, и грузины если знают. не ошибаюсь, баба на арабском это дед. Чтобы ты понимал. Дед Гануш. Гануш это просто фамилия. Это он это делал. Да, это как бы по легенде он Для первый, кто это придумал. Для своей бабы. Хорошо. Все будет хорошо. Катя, это что такое? Что, повылазило или показалось? Нифига себе. Ёшкин ты Кстати, кот. а ну помой, интересно, вкусно? Кстати, Марат уже, кажется, ее отсюда Вы попробовал. пробовали, Марат? Я одну попробовал. Вкусно? Скажи мне, а что ты ей купила, потому что они дешевле гороха? Да. А? Горох также 600. Дай мне, пожалуйста, давай. вот это. На, забирай. Нет, пусть стоит здесь, я Просто иду за вилкой. Жиночка на базаре мне сегодня говорит, а что это вы вот без Сережки? А я говорю, он детей нянчит. И она сказала, говорит, что... А вам надо абрикоски обязательно. Я говорю, ну раз надо, то давай. Вот я это люблю, когда люди на базаре знают, что тебе надо, понял? Ты такой идешь себе, елки-палки, вроде бы собрался потупить красиво, а тебе говорят стоять не в этом месте. Сполосни, Вот это оно пожалуйста. тебе и надо. Интересно. Катя, а с удовольствием, моя солнышко, иди, я покажу тебе что-нибудь идеальное. Вот идеальное творение, есть такое? Не знаю. Да. Ты, наверное. Люк? Да не, Катя, оставь ты меня в покое. Шляпу сполоснуть. Хопача. Это сегодня будет не по рецепту, а просто так, потому что у меня вот лежало... Блин, ну на самом деле идеальный. Ну надо же тебе это, что точно люди придумали, а? Кать, посмотри. Смотри, какая прелесть. Ты посмотри, какой он идеальный. Ё-моё, это не по рецепту, это в любые времена всегда приятно. Что-нибудь сунул. Смотри, 10 минут. Я думаю, что я приготовлю нам обед быстрее, чем ты подашь нам закуску. 100%. Но с закуской ты не торопись, сделаю для себя кайфули. Скажем так, это дембельский аккорд в твоем случае. Понял? А что, я он щас- увольняется? Марат? Всё, я вас Да он за котами соскучился. Катя, стой, ты меня не снимаешь, Афган Казан все видели, кому надо, найдете в описании под видео ссылку на самые оригинальные настоящие казаны, а также сковородки и все приблуды к этим Марат, это обжаривается делам. в масле? Хоть что-то. Катенька, специально для тебя я сделаю один баклажанчик именно в масле. Но тебе понравится. Нет, не надо. Катя, сегодня выступает в главной роли гриль. Там, где гриль, там просто Чистое здоровье. Солнышко мое. Это надо записать. Ай-яй-яй-яй, ай нинямо, ай не морело, ми курасо. А ты придумал? Шо? Где мы с тобой будем помидорчики Катя, а сажать? ну тихо замри, иди сюда. А ну я хочу, чтобы ты это сняла и внукам показала. Я хочу, чтобы ты их уже перевесил на место. Катя, успокойся, у Марата здесь подзарядка. Вот сейчас будет кадр на миллионы. Пиво, дай бокал. Сережа, Да, нет. пожалуйста. Я не могу двинуться с места. Блин, мне срочно надо внуки, за мной должен кто-то ухаживать. Сережа, спокойно. Подай мне пиво, это просто кадр на миллион. Люка научи. Катя, Кать, А, велик здесь не просто стоит. Я же могу и уехать, солнышко. чемодан, если что там. Я же могу и уехать. Сереженька, чемодан в подвале. Ищи меня свищи. Чемодан в подвале. Трусы с собой не забудь А взять. вот то, чем ты прыгаешь, я тебя научу. Слышь, а что у этих трусов есть номер телефона? А ну-ка, передвинь. Что? Разверни. Ёханый ты, бабай. Ты что, любители трусов не благодарите? 3 семерки. 4 в конце. Тихо. Как в сказке, да? Ну, еще трубку, знаешь, такую. Все, Люк, отбой. Катя, я же тебя вечером не хотел будить. Мы когда дождались, когда ты вчера уснула, с Маратом выходим. А я жду ее, жду. Он так выходит и такой гуль, 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 гуль. Тишина. И вот часы. Даже воробьи ночные замолкли. Да, так он говорит. Чш. И это все в тишине. И только слышишь.
И 12 как начала отбивать. Ты кайфанул? Я вообще обалдел. Просто когда... А я ждал тебя, думал, ты вернешься, ты ушла, не попрощавшись по-английски. Гадина. Я имела в планах вернуться. Ай, не морела. Солнышко, смотри, этот нож тоже был у дяди Димы. Я хочу, чтобы ты не услышал. Этот нож был Я у дяди понял, Димы. очень острый. Потому что в тот раз, Мне когда... пока резать ничего не надо. А, разве что для тебя лучок. В тот раз, когда ты меня не услышал, Да. ты себя повредил. Ай-яй-яй-яй, ай, не морела, ми курасон. Я не знаю, есть ли второе место такое в Одессе. Но мне, в принципе, достаточно и одного. Саша и Коля, спасибо вам огромное за весь тот ассортимент утиной продукции, что вы у себя содержите для людей. Ну, для людей это очень важно, понимаешь? Ну, не все понимают, мне кажется, я даже благодарен, наверное, за это, что не все понимают вот настолько вкус утки, как я, поэтому он всегда есть в наличии. Вот это самое вкусное, никакая фуагра. Да я даже не знаю, что, ну, рядом не стояло. Слегка сполоснул, ты главное, что посмотри недорого, на Серёж. этот размер. Я их так ем, аж причмокиваю, ты понимаешь? Марат, он вас Марат? угощал когда-то? Сегодня планирую. Не, я очень люблю горлышки любые, дюшинные, утиные, гусиные, это просто сказка. Ну, крайне, что мы с тобой чмякали, так это были страусины. Ну, то такое, что ай-яй-яй, до сих пор рот болит. Да. Какие они огромные были. Ай-яй-яй-яй, ай, не морела, мику. Катя, смотри, собаку Павлова знаешь? Лошадь Пржевальского знаешь? Так вот Дальше сегодня речь не об том. Сегодня рецепт Марата и баклажаны. Что ты за мной ходишь по старой привычке? Рефлекс, не сегодня. Так а он ничего не Иди делает. туда. Цветы Марат, вон позови ее. мои роняет. Ронили на Позови. цветок? Я поджигаю. Давно пора, Марат. Что ты, Люк? А? Будешь готовить со мной? Ты красавчик мой. Мальчик мой, мой малыш, в этот день ты не спишь, только лижешь шею ты. Мальчик мой, дорогой, эта шея будет с тобой, только приготовить дай ее. Китай. Ты мне сказала одеться, Музыки. а тут прямо жарко. Вол, Катя, я за тебя переживал. Что, Мараджан разобрался? Что вы их не сполоснули, Марат? Кого? Синий. Во-первых- На них дождь так лил, что они так сполоснулись, что это. Слышишь, ты помнишь, ты как-то привел... Да. И, во-вторых, они будут запекаться, и шкура снимется. Не переживай. Фу, вообще. Фу, вообще. Фу, вообще. Выговор вам всем, двоим. Ладно, хоть шеи свои помыл. Как говорит баба Катя, это не мои, а утиные. Когда я У кого уезжаю нету из такого Одессы. шикарного гриля? Гриликс. Вам в помощь. Да. Либо духовочка. Либо духовочка. Слышь, ну как мы вчера американскую тушенку сделали, я ее до сих пор забыть не Ой, могу. я Ане Обалдеть. отвезла. Ага. Она мне сегодня говорит, боже, какая вкусная, просто сумасшедшая. Рваная Спасибо свинина, большое. да. Мгм. Так что спасибо вам И большое. самое от главное, Ани. готовится очень-таки несложно. Просто надо немножко подождать 5 часов. Да, если вы располагаете временем, то готовьте, ребята. Так, пересчитывать не буду, потому что здесь 2 пачки. Лучок. Да все будет, маэстро, что ты как этот. Смотри, это не пей, это не для тебя. У нас раньше во дворе, в Килие, яма была такая. 4 доски валялось. И дедушка все время вот что-то подобное там из-под рыбы, Сбрасывал. Как сбрасывал? Сливал. Но там такие черви были под доской в любое время. Ноябрь На это был. рыбалочку, да? Раннее утро. Да, ты открываешь, и там просто беда. Я тебе могу поднять, вот там ковер у нас лежит. И там тоже такие живут. Агрегаты. Да. Да. Слышь, Пойдем? а что ты там прятала? Я... Что ты Ничего. полезла под ковер? Я видела, как дети играли, червей оттуда доставали. А, да? Вот. Начинается процесс. Слышь, что я? Начинается процесс. Тихо. Эй, вы 2 профессора, не забудьте мне напомнить пару абрикос к абрикосе привязать, когда Миланя проснется. Пусть ей будет по-детски праздник. А что, дедушка раньше, когда приходил откуда угодно, там с работы, или где он, Синьки, а как ты привяжешь? или где он там был? Интересно прям. На резиночке?
Я и тебя научу. Дедушка приходил и всегда приносил в кармане была у него там конфетка или что-нибудь такое вкусное. И всегда говорил гостинчик от зайчика. Это я вот помню с глубины вот это вот. И он меня на Гиргоши брал, а высокий дед Коля был такой. Как я, только меня не уродила. И я на Гиргошах иду, понял? Конфеты за щекой. Хорошо бродить по свету. Ты, Как Альберт, нормально? Ты Альберта видел? Он маленький. Кто маленький? Он выше меня. Вы сказали, что я маленький? Катька, ты что, чем-то недовольна? Вот, если бы не фильмоскоп, я бы сейчас привел бы твое сознание в порядок. Ты что? Да ты в жизни не решишься. А? В жизни не... Ну ты дурак, а? Катя, не провоцируй меня. Интересно. Мало того, что Дурак или ругается, как? так еще и мочится, Да я не елки-палки. буду вообще сейчас ничего снимать. Ну, что смешного? Катенька, у нас для Да тебя я не смертная хочу. Да трусы ну вас в баню, блин. Вот елки-палки, имел неосторожность, чтобы оно было здорово, пипец. Катька, Катя, прости засранца, пожалуйста, а? Катюк, Катюк, а? Ты так хочешь? Выходи за меня, за дуралея, пожалуйста, а? Ну, Марат, это, блин, это сок молодости, я даже не знаю, блин, брызги хорошего настроения. Ну, ляпнул я в тебя, ну что ты как это? Ну, поменяла штаны, слава богу, правильно? Какие красивые, что там водички, что ли, мало? Надо долить водички. Да все, там Нет, долей водички. Катя, там Долей? все хорошо. Нет, я вижу, что завяли два. Я уже долил, еще долить? Да. Подержи их в районе паха. Не, мне Пиво неудобно. подойдет? Нет. Опа, Милане, ты что, проснулась уже? Боже мой. В Давай я этом мире доброта. Катя, несмотря на то, что ее температура, может, надо снять ей шапку? Чтоб не перегрелась. Ну, так папа же сказал. Ну, Одеть? Сейчас одену. сейчас же не мороз, это другой, чтобы она не... Ой, Катя. Процесс начинается. Все, засекай время. Марат, а что засекать? Пусть их Ой. старинные часы. О, ровно в 4. Подожди, у Борисовны есть песня. Тара-дара-да-да. Да-да. Тара-дара-да-да. Еще идут, да. Тара-дара-да-да. Тара-дара-да-да. И в конце старинные часы. Вот, смотри, вот как оттиликает 4, здесь готово. Понял? Да, делин. Все, 10 минут и не минуты больше. А чего ты идешь домой? А чего ты идешь домой? А ты что, идешь домой? И не посмотришь, что крестный будет готовить такую еду? Боже мой, мы все ждали. А с кем ты там Мы будешь? все хотели. Как сама? Сама? Какая Лена? Та Лена сейчас наша красавица на работе. Миланя, давай я тебе вынесу что-нибудь вкусное, и ты побудешь с нами. Огонь можно чуть Добро? поменьше сделать. Беня, выпускай Беню. Бенечка, кс-кс-кс. Ко мне, мой хороший, ко мне, иди гуляй. Катя! Слышь, когда будут звонить известные люди с невоспитанными котами, трубку не бери. Я не Чего? дрессирую, так, чисто для себя. Сейчас же все кинутся и скажут, нифига у него кот ученый. Так ко это не мне, иди гуляй. Это не тебе, это Ане надо звонить. Жизнь невозможно повернуть назад. Нет, солнышко, сейчас мороженое нельзя. Ты же заболела, ты забыла? На, я тебе сейчас дам вафельки. И идите гуляйте. О, будете есть. Так, целую пачку. На. Или что у вас там есть, я вам сейчас дам. Жизнь невозможно повернуть назад. На, бери в руки, идем, я тебя буду обувать. Сейчас дам вам какой-то воды. И все, и гуляй, рука, балдей. Что там у вас? На. Скажи, что это детский банкет. Правильно? Мы отмечаем сегодня отъезд Марата. Давид спонсирует, покупает конфеты, сладости. Сказал, даже пепси-колу вам купит, когда подрастете. Все, гай-гуй, цоп-цаве.
А теперь пошла сама, пошла. Выбери себе что угодно, остальное отдай детям. Слышишь, ну это не музыка, это дискач. Можно сделать поменьше огонь. Всем, слушай. Марат, скажи мне, это что? А ты... Как это? Скажи, в паспорте Афган Казана прописано, чтобы это именно я делал? Может, ты сам хочешь? У тебя ж... А я не знаю, где... Да у тебя, солнышко, такой же редуктор, Нет, такой же баллон, нет, такой же нет. шланг. И Что? чеснокодавилку. Ой, ёшкин ты кот. Я Он уже третий раз туда идет за последние 5 минут. Думал, не вспомнишь. У вас уже запеклись? Жить невозможно, повернуть назад. А, они уже тут? Опять звучат старинные часы. Так, песня запала мне прямо в душу. Борисовна, вот, блин, вот что из вашего рта вылетает, так и хочется потрогать. Вот насколько приятный человек, а? Как Максиму повезло. Что? А, ты же сказал людям, что, ребята, без этого вот то, что он творит, не видать. А почему для меня только один Кто? синенький? Не, Катенька, все остальные тоже для тебя, но тот отдельно для тебя, персонально. Отдельная разновидность, Катя. Ресторанная подача. Мы искали, От долго. Сережи. Мы долго искали. Послушайте, это называется, кто-то называет тахина, кто-то называет тахини, кто-то называет тихини. В Израиле называется тхина. Это кунжутная паста. Я с такой работаю первый раз, надеюсь, будет хорошо. Ее перед употреблением надо обязательно взбить. Хорошо? Хорошо, что... Хочешь покачать? Ну, спасибо мне. Мне еще штанишки сушить. А, стирать и сушить. Нет, спасибо, она у меня чистоплотная. Просто сушить. Ну, это уже спасибо мне. Вот ту смазку вкусную, что привез Давид, ее так мало. Мы ее вчера попробовали. Давид, Очень вкусно. Привези ну еще. это или майонез, Привез Давид, или... а передал Вадик. Не забыл. Вадя, с днем рождения, родной. Ты что? Чтоб ты жил до 120, а потом еще раз столько же. Да вообще, вот, ну... У вас там все в Израиле такие друзья? У меня, да. Дай 5. За Вадика, за Юру, за Булуса, за всех известных вот этих вот пацанов, которые любят после работы. Как дать, так дать. А куда ты опять пошел? Зато известной смазкой. Тай-тар-та-тай. Марат сказал, а где она? Ах, вот она. Эх ты. Сказал держать и хранить ее После открытия только в холодильнике. в холодильнике. Он как почитал состав, здесь и чеснок, и домашний майонез, и затор. Словами не передать. Вот только вот ноздрями сюда вот пригубил, сразу хочется именно шаурмы. Шавуху влупить. Да, вот шавуха. Это она нереальный хорошо соус. вообще супер. Ну просто вот на наши одесские шейкели это сколько получается. Ну, мама дорогая, сколько за эту баночку? Вы там 300 что, гривен. совсем совести не имеете. Каких ты еще? 300, Марат. 300. Ну, Что-то чуть у меня со меньше. слухом со вчерашнего Он хотел дня. уже наварить. Это для вас это нормально. По-еврейски, да. Для вас это нормально всегда что-нибудь накинуть. Мы что-нибудь куда это добавим? А почему нет? Что мы делаем сейчас? Откуда я знаю? Наконец-то мы уже ты же будем меня делать позвал. что-то сейчас. Мне нужно, куда мы будем синенькие сгребать, мисочку железную твою. А какие, чищенные? Мы же их еще не А я почистили. их на этой досточке буду чистить. Чтоб ты был здоров. И внуки твои тоже. Я уже здесь оголяю? А? Да, конечно. Ты уже Вот можешь... смотри, вроде бы курить я бросил. Ага. А что происходит? А все время думает о том, чтобы покурить. Ну вот кальянчик бы навернул. Шо-шо? Все, поела уже? О, Марат, видишь, что я тебе говорил? Посмотри. Парниковый хлеб. Да, ты что, сразу сок пошел? Хотя, это надо видеть. Слышь, Марат так жарит, что текут после него все. Это не Марат, это гриль. Хотя, я пробовал на этом гриле, нет? Это так жарит Марат? Давид рассказывал. Шикардос. Что, По одному. Сейчас все есть, просто. доктор? Просто пополам. А, тут что-то еще есть.
Берем ложечку. Есть... Было бы удобнее железно. Зачем? Ты имел в виду поменьше? Осечка вышла, да? Вроде бы хотели, потом перехотели. Ну, девочка, на тебе за это абрикосу. Чтоб в твоей жизни любые ошибки вот так вот благодарили чем-то приятным. Ну, а ты делай выводы. Спроси у своих детей, будут ли они тоже абрикосы. Давайте быстрее, пока я ее отправил. Марат, я думаю, что этой ложкой тебе будет немножко поудобнее. Что ты за человек такой, Света? Вернитесь. За ним должен кто-то ухаживать. О, смотри, маэстро, вот так вот. Это же сюда? Нет, надо порубить сначала. Заходи, пей. Можно, Вот так вот? можно мелко. Да Серёж, ёшкин, мелко. вот ты балованный. Можно блендером, но я люблю ножом. А Катя любит вот такой консистенции и текстуры. Это должна быть икра. Вот икра. Как щучья. Надо чуть поменьше ее. Сорян, на, сам балуйся. Побаловать, да. То вы сегодня с Катей Помоги такие... ему лучше почистить. Одна мокрая, другой не знает, Сережа, уже не знает, что исполнить. Лучше на ночь в нашем случае, если у вас нет духовки, солите тогда у мамы. Ох, ёшкин ты кот. Когда маршрутка последняя? без 27. Катя, а ну переведи часы. Или позвони Давиду, пусть его заберет экстерном, экспрессом. Чем обычно раньше времени улетают? А может, Давид его еще и не ждет. А, улетают быстрее 2:50 без закуски. Вот это я сейчас, вот это я могу. Жизнь невозможна. А у тебя деревянная была специально для этого. Что, повылазила? О боже мой, когда в этом доме будет порядок. Как я сыграл, нормально? А? Верю или не верю? Ничего не найдешь. Но, спасибо моей памяти, Мараджан. Не вздумай, в этом доме, в Одессе, никто никогда ножами по синеньким не ездил. Еще абрикосу? И руки вытри. Тихо, тихо. А вот и Давидка. И говорит, ты не приезжай сегодня. Марат, не бери трубку, нам не надо эти известия. Алло. After Spacey! Run around! Wow, 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 wow. Кацелим. Марат, я забыл дальше эти куплеты, елки-палки. Что там? Это ACDC? Еще? А где косточка? Ей надо вытереть ручки. Да, Да, ты позвонил ровно, когда... Ульяна и Елисей, вы будете абрикосы? Прям совпало. Извините, не так спросил. У вас есть деньги? Ну, Да. нет, почему? Есть деньги? Тогда вы будете абрикосы. Мими. На полминуты. Здесь невозможно. Назад. Это тебе. И шапочку я одену. Это Ульяне. Это Елисейке. Поняла? Стоп. Шапочку. Хорошо, я через часа 3 буду. Катюша, я забыл спросить тебя. Давай. О, и пейс есть. Все, иди. Это тебе, да. А это кому? А это кому? Елисейке. Молодец. Ну и память у тебя, что у мамы, ешкин ты кот. А теперь, Катюша, напомни мне, куда мы это будем садить. Я вон буду в вазы те сажать, которые незаконченные у меня. А, мы и я. А что? Ну, это самое приятное, что я слышал на сегодня. Ну ты обычно не сажаешь такие маленькие цветочки. Не пора ли уже? У вас уже часы отзвенели. Ах, ешкин ты кот, я уже и забыл. Держи Да, это. выключи, это если тебе. она нравится, да. Опля. Ой, какая прелесть. Вот это? Ну, как говорят в Одессе, это совсем другой компот. Ага. Это что, все синенькие? А, вон еще два. Слышь, а там один, ты не один тот этот. Да, это все пойдет на икру. Катя, это известная израильская кухня. Она поэтому настолько известна, что не все ее даже видели. Только слухи о ней все ходят. Это вообще феноменальная холодная закуска. О, Ее едят и теплой, но холодная она намного круче. Марат, ну хватит уже мельчить. Что
Что делать? Возьми в эту сторону, просто Измельчать. заеби. Следующий. Сказал заведующий. Хотя, так себя нельзя вести даже дома. Чего это вдруг? Так, как ты ведешь. Человек для тебя старается. Готовит икру по старинному еврейскому рецепту. И ты ему рассказываешь, Очень как... старинному. Очень старинному. Я за нее извиняюсь. Хочет от тебя и ее еще раз обмочу. Не надо. Но уже когда ты уедешь. Вот этого не надо, иначе видео мы не закончим сегодня. Ай, какая. Ой, что-то с вами все хуже и хуже становится. Раньше лучше было вот это вот. Жизнь невозможна. Помочиться, да? Идиллия. Посмотри. Этот фраер с подбитым пальцем на качели. Одна подносит еду, другая его качает. А эта рыжая наглая морда всегда думает, где бы, шо бы, у кого бы дернули. Елисейка, тебя так что в школе учили, сынок? Или мама сплевывает? Ты что? Да он угостил Люка. А, ну так это рукой обычно делают. А, я понял, у тебя же рука вторая занята. Ох, он вчера себе и палец прибил. Папарки нет? Да есть, солнышко, вон 2 целых. Пожалуйста. Маратик, я не помню, как пролетело это время, но, судя по всему, хорошо, потому что я его не запомнил. Мне же было интересно, как ведет себя гриль И как он себя в ведет? Шато де ля Сарай. Нет, ну не на В сквозняке. этом плане. А мы еще будем что-то здесь жарить или нет? Да. Ага, А что мы тогда должны больше ни делать? слова. Я сам увижу. Это крайняя шкурка на сегодня? Так еще один в гриле. Еще один в Ну, гриле. я имею в виду, что в этом рецепте, Его в этой надо разновидности. аккуратно почистить, чтобы он остался целенький. Это Катин вариант. Почему? Ну тут 2 рецепта будет. 2 рецепта. Да. На одной основе 2 рецепта. Ой, Марат. Вечно вам надо что-нибудь придумать. Катюня, тебе не сильно темно? Ну, оператор, не темно ли нашим телезрителям? Нет, нормально. Да? А что, включить свет? Что, а ты хотишь? Ну, хочешь? Я как дам, Катя, ты обалдеешь. хочет похвастаться, Стой, сколько. не. Во-первых, то, что ты хотела сделать, ты далеко не похвастаешься. Где мой фильмоскоп? Что? Я просто хочу показать что-то. Сейчас кайфанешь. Вот. Как это выглядит ночью? Я это видел. Сейчас, нет, ты не видел со стороны. Катенька, иди сюда. Это очень красиво. Романтично, я бы сказал. Видишь? Еще бы свечи расставить. Там. Вот это то, что Катя была против вот этого окошка. Я не была а против теперь смотри, как это окошка. выглядит со стороны. Беседка глубокой ночью. Спишь ты, спит Марат, и только мне не спится. Хожу по огороду. Бач, смотри. Ё-моё. Катя, это любой голубь захочет у нас перезимовать. Я тебе говорю. Спасибо этой веранде, Шато де ля Сараю, лебеди перестанут улетать в теплые края. Наконец. Не надо. Гуси. Павлины. Аисты, комары, милости прошу. Все. С декабря по вот тот месяц, когда теплеет, мы таки с вами. Но учтите, половину из вас мы отжарим. Это не забыть важно по рецепту. Слышь, ну ты вот дай мне... Не, это не меня, ёшкин ты кот. Катя, ну темновато. Марат, не торопись, солнышко. Посмотри, она взяла своими этими икебанами и всю нашу студию спрятала. Маратик, не торопись, сейчас тебе будет даже здесь лучше, увидишь. Не знаю, как тебе, но людям, которые нас смотрят, Верни это ж я пион. не Ты надолго. уверен, Серик? Шо? Туча опять идет. Смотри, Шато де ля Сарай для тебя открыт. Всегда. Даже если он закрыт. Все, чехол из-под гриля. Ого. Прям прилечь можно. Слышишь? Так я его, Марат, раздвинул. Нам Бачишь? точно, нам Сделал точно его нужен длинный. тот Наташин стол. Потом я специально под твой рост подогнал. Чтобы вы понимали, я вообще всю ночь... Ничего Да я себе. вообще всю ночь А я не... вот это стоял в полусогнутом Я вообще всю состоянии ночь не всегда. спал, а просто репетировал, чтоб четенько. Это было не зарепетировано. Чтоб четенько все именно было хорошо по красоте.
когда будем сегодня снимать. Так, досочку я беру. Это немножко споласкиваю. Опа. Люк. Апорт. Да. Нет, чего-то не хватает. Какой-то домашней красоты и тепла. Ну, разве так неприятнее? Ну, скажи. Я еще тот ценитель пионов. Запчасти баклажана. Маэстро, продолжайте в том же духе. Помыть. Бомбить ваш рецепт. Давай я помою. Тебе 2 или каждому? Тебе 2, хорошо. А ну скажи желтый. Зося. Все, молодец. Я не знаю, грамм 100-150, ребят. Кто там? Жук? Да он убежит, на. Все, тихо, крестный людям рецепт передает. 100 грамм кунжутной пасты? 150, я не знаю. Слышь, это не арахисовая жидкая. Да. Катя, Обязательно лимончик, ребят. Вообще эту пасту можно разбавлять ледяной водой, именно ледяной. а нужен быть венчик, что-нибудь такое, нет? И я ложечкой взобью. Хорошо. Слушай, ну кунжутная с лимоном, это уже интересно. Она густеет. Ты видишь, что с ней становится? Ёшкин кот майонез прямо. О, Марат, это мэджик. Катя, ты посмотри. А чего? А так что, минут через 7 начнут появляться опять зернышки, эти бубочки кунжута? Нет. Все вот это мы отправляем сейчас На вот сюда. долгую память. А, уже вовнутрь? Уже сюда, да. Мне нравится, как она. Да, она стала совсем другая. Слушай, она прямо как А масло. это можно не вылизывать. Она На масло. второй рецепт у нас пойдет чуть-чуть по-другому. Все. Но будет. Так что, вылизывать, ты мог бы и синенький отправить в эту тарелочку. Неси нам эту штучку. Это как со сметаной и которая борщом. давит чеснок. Чесночница собственной персоной. Слушай, это какой цвет? Вот так, на секундочку. Что, не лимонный, не С одной молочный. стороны лимонный, а ни с другой стороны я вот на него смотрела, он здесь прям персиковым каким-то отдает. Не знаю. Как бы и не персиковый. Ну как не Что-то такое-то молочно-костно-нежное. Марат, у меня есть селедочка. Форшмак хочу. Похоже, да? Очень. А вы много Очень. положите чеснока? Еще не положили. Вот как ты скажешь, так и будет. А вы сколько хотите? Я хотел, ну, это мелкий, зубчиков 5. Ну, Десяток. кладите. Хочешь, можем положить 3. Тут на вкус каждого. Маратик, Да. уже чвякать? Да, уже чвякать. А с чем это едят? С брускетой какой-то? С брускетой, с хлебом, с питой, с лепешкой, с чем угодно. Чего же вы мне сегодня не сказали купить эти штучки? Помидорка. Просто некоторые разрезают пластинку помидорки и кладут на помидорку сверху. О, вот это мне нравится. Вон там есть помидорки. Даже Сделаем без так. хлеба. Помидорка нам сейчас еще пригодится во второй рецепт. Ой, ё. Сереж, по-моему, ты уже больше 5 добавил. Ну, я 8 добавил. Ну зачем? Ну, много тоже. Потому что хуже не будет. Вот так вот. Хватит? Слышь, нормальный дешевый такой себе. Соль. Ну, не зимой, конечно. Форшмак. Кому что помыть? Барби? А, Мам, нас увидели. Все. Дети, в очередь за шеями. Занимайте. Что? Миланька, подожди, сейчас я тебе сделаю шедевр А, я забыл, мы баклажаны готовим. Всё? Хорошие такие. Что ты говоришь? Я говорю, что надо посолить. А тахина хорошая, ты пробовал? Тахина шикарная. Я попробовал, он туда палец опустил. Ну, ты уже пробовал ту вкусную с лимоном. Так. Теперь вот сюда добавляем пару ложек. Хорошо, пока я не забыл. А ты знаешь, как растет кунжут? Как он выглядит? Как пшеница? Как растет, вообще не знаю. Как пшеница? Ты сколько его надо? Ну, Добавляем в нашем случае йогурт, потому что Катя категорически отказалась от майонеза. Но как вариант сметана, йогурт, майонез. Подумай, Катя.
Давай. Есть просроченный мазик. Давай, пожалуйста. Сереженька. Вы все равно будете кушать шею. Да, Марат? Ну, я не откажусь вот от этой прекрасной штуки. Все, больше ни слова, я все понял. Так, дети, сейчас будет пшик-пшик и Вообще, пшук-пшук-пшук. можно кушать прямо сейчас, ну, постоялось, чтобы настоялось немножко, буквально 5-7 минут. А я люблю с холодильника, холодненькое, на горячий хлебушек. Ой, какое Это же счастье. известная холодная закуска. Все Надо в Израиль просто на хлебушек на несут. соль, на чеснок. А потом немного Сюда можно добавить перчик красный. хлебушек и водочку Остренький. в ротик навернут. Ай-яй-яй. Ты пока там что-то говорил, по мне такое только что пробежало. Капельку 2 лимона. куплета, только осталось музыку придумать. Еще чуть-чуть мне кислинки не хватает здесь. И косточек, да? И косточек, А да. Катя счастливая смотрю на лицо и думаю, ну что ж это такое случилось И капельку соли. с твоей мамой, что получилась вот такая красота, как ты? А ты видел, что я там 2 гортензии еще привезла? Куда? Аж хрустнуло. На выходе Я стоял. бы, конечно, добавил еще чесночка, но пусть Катя сначала попробует, а мы потом себе добавим. Солнышко, золотые слова, когда ж ты уже уедешь? Эх ты. Все, одно блюдо готово, убираем. Пусть настаивается. Продолжаем разговор. Так, все хорошо, но я сейчас быстренько вот это давай, вот ускорю. А это не мама моего выхода, смотри. Значит, как моя прическа вообще? Прекрасно, Марат. Бороду пора подровнять. Ну, пора, да. Я уже бритву свою взял, а все никак в ванную не зайду. Что ты говоришь, одно блюдо готово? Да, второе Так, тоже? давай второе доготавливать, конечно. Ага. Что надо делать со вторым? Со вторым Да. я сейчас сделаю сальсу. Потом мы поджарим на платье вот то, что для Кати. Секретное блюдо. Давай. Уже можно? Я могу? Ты можешь еще раз у нас заночевать? Я не против. Я уже чувствую, что я сегодня останусь. Позвоню Делай, Давиду. что хочешь. Позвоню Давиду, говорю, хата Дел- твоя, гуляй. Делай, что хочешь, особенно не торопись. На планче Да, но его надо почистить, чтобы он остался целеньким. уперед. Так, я возьму. Хорошо, а когда мы будем пробовать вот то? Что? Ну что уже приготовлено? Подожди, попробуем все сразу. 3 варианта. Ладно. Хоть хлебушек могу порезать. А вон какая досточка красивая. Вот, Вот это? да. Солнечная такая. Там чуть-чуть лимон был, но все равно все в рот пойдет, правильно? Маратик, я пока, раз ты не разрешаешь это кушать, пока солнце не ушло, Родной, ты можешь, можешь съесть? Нет, не надо мне этих одолжений. Я услышал твой шикарный комплимент. И хочу, пока солнце не ушло, подготовить брускетты естественной сухонизации. Правильно? Что, пусть они так вот чуть-чуть подсохнут на солнце, как хороший сыр. И молодое невыдержанное вино. Это тебе еще надо будет? Да. Ё. А, нет. А. Шикарная вещь. Обратно ее туда, в сейф. Жизнь невозможна, жизнь невозможна, жизнь невозможно повернуть назад. Най-най-най-най-най-най-най-най. Ты далеко? Катенька, я не понял, для чего эта байдарка? Марат сказал, ему нужна красивая байдарка. Это для Кати. Сейчас. А, вас не поймешь. Та-ра-да-да-да-дай. Ай-да-да-да-да. Для этого баклажанчика очень большая, но ничего, будет красиво. Я думала, вы там что-то еще положить должны. Катя, для тебя. Ничего не жалко. У нее есть разных размеров тазики. Ну, Аван мой казан. Это ж я Денису Гриликсу объяснял, зачем вот это. Ручка век на лодке не кататься. А сам схватил за горячее. Ребята, еще раз. Точнее, себе же повторяю. Это Сережа ручка. И шо? 10 минут и шо? И шо? Вай! Марат!
Нет. Да я тебе говорю, что 10 много, там это надо было 5. 5 минут в Афган-Казане заменяют. А вы я лили не воду знаю. туда? Что? Воду наливали? Нет, она там была. Наливали, да? Он налил туда очень много воды. Шучу. Марат, короче, забраковал мой рецепт и сказал, чтоб ты был здоров. Это по-любому будет очень В вкусно. следующий раз мы приготовим по Но его я, рецепту. Я ему покажу другой рецепт, где будет стакан воды. Ах ты, Вот, Марат. видишь, что происходит? Миланя, здесь твоя любимая еда. Маратик, во-первых, я вот эту цель и преследовал. Смотри, что я тебе сейчас скажу, и ты поймешь. Просто пососать. Какая? Какая? Вот Покажите. это. Подожди, папа тебе почистит. Она может еще горячая очень быть, Сережа. Марат, я знаю, что горячий, Миланюшка, не трогай. Смотри, получился какой бульон. Обычно в Афган-Казане... Ой, а вот этот бульон можно использовать в миллион вариантов. Это утиный бульон. Ты знаешь, что такое? Его можно заморозить просто. Вот заморозьте, я вам потом сделаю... Чтоб ты был здоров, и твои ручки, и рот твой тоже не болел. Ты сегодня готовишь баклажаны? А Готов. завтра мы готовим уху на бульоне. Все, я готовлю баклажаны. Ой, Готовь, да. уха, да. А вот бульон. это я хотел сказать, ребята, афганщики, казанщики, те, кто меня понимают, если чуть-чуть приготовишь больше, или когда ты тушишь, там получается другой цимис. Ты же знаешь, да? Коричневое такое себе, с элементами жаркого состояния. Я же хотел их просто быстро, элементарно и вкусно, не потеряв ни одного витамина, приготовить. Что и получилось. 10 минут, для них даже много. Минут 7, а может 6. А еще есть такой момент, что мы не спускали клапан, а дали возможность ему стравить самому. Это тоже работает на время приготовления. Ну вот я вот такое люблю, Марат. Понятно, что там жаркое, тушеное, можно сделать что угодно. Вот вареное. Что делают жаркое из... Катя, делают из всего, да. А в Афган-Казане вообще у тебя и рецепты не надо. Вот все, что есть, накидал, посолил, главное, чтобы не больше. Ну, мясо не разварилось. Да. Да, жестко. Единственный момент, чтобы здесь просто не переиграть со временем. Но даже если у вас такого нет и вы себе планируете, хочу сказать, что научитесь со второго раза уже понимать, что это такое. Марат, Да. вы там уже кинзочку нашли? Я кинзочку помыл. Миленько сейчас ее нарублю. Это пойдет, ну, как говорят в Израиле, килу сальса. Кило это типа. Типа сальсы такой сделаю. Сейчас покажу, как это подают в кафешках, в ресторанах израильских. Иногда вот такие штучки из хацелим. По-нашему из синеньких. А, сацилим, это на израильском синий? Хацелим это во множественном числе. Синие баклажаны. Синенькие, да. А хациль это один. То есть все, что больше одного, уже множественное число на иврите. Хацилим. Марья Ивановна, можно я отвечу? Да. Хацелим? Хациль. Вот, вон он в миске. Хациль. Да. Не да, садись 5. Молодец. Спасибо. Хорошо усваиваешь. Спасибо. Так, ну все. Мой шедевр готов. Ты хочешь этот вареный слегка вкусный чеснок? Обязательно. Да шучу, я там положу его. Марат, это Афган-Казан, здесь разное давление и... Это я для тебя делаю такую типа сальсы. Пол маленькой луковички мелко-мелко порезанной. Много, довольно много кинзы. Ты ее любишь, я знаю. Хочу. Кто не любит, может взять петрушку, но это неправильно для коллектива, как говорил Райкин. И пусть меня повесят, ах, Одесса, ласковая мать. А вот он. Ведь одессит. Домой идет без драмы. А если мне... Сереженька, мне нужны твои сильные руки. Ой, это не жалуйся, говорю, что надо. Выбери самые две такие мягкие помидоры. Я их разрежу пополам, и ты их мне выдавишь туда. Вот самые мягкие-мягкие. Мне нужно только вот мякоть, чтобы ты ее... Хорошо, ты не сказал, Как лимон чего выдавишь. ты не сказал Кате их купить? Да, потому что я всегда прошу твердые помидоры. Ага. Ничего, у Сереги такие руки.
Как они красиво поют. Спасибо. А как Это, вы думаете, Это просто песня какая-то. а ночью они будут нас будить? Никогда, Катя. Да, можно даже в А спальню? ну стоп. Что мы с тобой репетировали, когда ее не было? А, Что ночью они будут мешать нам спать, они Да, громко да, тикают, да, да. они Их надо нарушают оставить здесь, тишину. какая Нет, спальня? Они, здесь они... Нет, они рождены быть здесь. Нет. Вообще просто Я тебе говорю. прекрасно. Нет. Сидишь, Катя. сигару Нет. куришь. Значит, не в том месте ты спишь, ёшкин ты кот. Ну здесь будет лучше. Нет. Ну это даже стиль вообще не для этого. Мы сделаем так, чтобы было для Катенька, этого. когда здесь все закончится, Марат, это будет вопрос стильно. закрыт. Мы начнем решить, как... Я не Пойдете, спорю. пойдете, выберите Невозможно свои часы. повернуть назад. Хорошо. Ай, рабадабадар. А, у тебя музыкальные? И поставите себе. Марат, ты здесь. своими часами свел пол Одессы. И еще, Да. Я и еще и много разных людей. Да, такая очередь на эти часы образовалась. Наташа, чтобы вы были здоровы, и бензин в вашем микроавтобусе никогда не заканчивался, чтобы вы возили. И всем людям таких хватило. Пополам давай я хоть тебе разрежу, чтобы ты смог давить правильно. Тебе надо мякоть. Мне надо мякоть, чтобы ты выдавил, чтобы у тебя в руках осталась одна Хорошо, шкурка, смотри, да. от этих вот красивых весенних помидор я могу тебя выдавить только воду. Если уже Вот, тебе... ну, что есть, то есть. А может надо было их Так может я постировать? возьму терочку и сейчас тебе чуть-чуть натру? Можно. Так давай. Давай. А тут настаивается. Ай, какая сказка. А с холодильничка вообще тут шедевр. А, это же не базука. Так, я ходил что? С ножом, вот он. И что? Только давай я тебе сейчас их и натру. Прямо две? Прямо две. Может быть, даже три. Сейчас я посмотрю. Не, давай две. Куда это надо делать? Вот прям сюда. На крупненькую? Да. О, так это совсем другое дело. Слышь, и шкурка осталась, на отнесешь, ты знаешь куда. Да, давай. До синагоги далеко. но- Нет, я за другое. Я раньше, помню, бутылки принимали, а шкурки тоже. Всё. Вот евреи, ты видишь, во всем найдут такие прелесть. Почем бутылки в Израиле? Не знаешь? Были по 22 агары, но я сейчас не знаю. давно. А, я все время хотел Это- спросить, как у вас копейки называются? Не центы же, правильно? А гора? Если умножать на 10, значит 2 гривны 20 копеек. Типа того, да. Короче, где-то 25 гривен. Ну, слушайте. Нет, 2 гривны 50 копеек. Ну, такое. На секундочку. Ну что, вам достаточно помидоров? Хорошо. Я думаю, что да. Вот эту штучку возьму. А, нет. Когда качаются фонарики ночные. Оближу, вымою. Зачем тебе быть, если ты уже облизал? Най-н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 ай. Где взять тарелочку, миланюшки, для мяса? Най-най-най-най-най-най, буду поискать. Где-то я видел, у тебя лежала здесь тарелочка маленькая. Мне нужно оливковое масло. Марат, а ну, чисто из уважения к возрасту, подумай, что тебе надо еще оттуда, чтобы я уже не бегал столько раз. Оттуда больше ничего. Тарелочка Не маленькая. верю, не верю. Это я сам знаю. Не верю. Туда-сюда, туда-сюда. Что за человек? Ты куда ёханый побежал? бабай. Так. Надеюсь, немного тебе надо, потому что много нет. А? Тебе же немного надо, правильно? Нет. Хватит. Абрашка На Луцкий, твои сильные вам мужские. держать. Молодые руки. Пару зубчиков чеснока, можно даже 3. Скажи, где вас там учат жаловаться? А? Вот так вот. Ой, боже мой. Он просто не хочет работать, он ленится. Вот я вот это и говорю, это встроено уже идет, получается. Это у нас в крови. В генах уже. Он хочет, чтобы там был чеснок, но не его руками. Да, Чтобы это ж- Катя потом обвиняла тебя еще и один. фразу, чтобы у вас ручки не болели, это придумали евреи. Причем не за свои, а за те чужие, которые за них работают. Вот ты молодец. Всё. Не, ну самое главное, что благодарные. Не, ну ты посмотри на эти руки, правильно? Где он взял такие руки, дай бог ему здоровья. Великолепно. Ты что он так работает, что мне аж самому Это захотелось. уже открыто? Все, поливай не надо.
Чтобы у вас ручки не болели. А до меня дошло, ё-моё. Марат, хватит. Нормально. Она любит, но не Оно до конца. Оно должно плавать. Как плавать, Она Марат? Я не люблю, когда плавает. Катенька, всегда у него будет все нормально. Все будет, ну, это самое. Хорошо. Все, это мы Куда это размешиваем. нести? Ребят, пол маленькой луковички нарезали мелко-мелко-мелко. 2 красивых маленьких помидорчика. Много кинзы. 3 зубчика чеснока. И вот вам сальса для Катюни. А кислинки, Марат? Лимончик сейчас дадим. Как Что, ты я чуть не угадала? послушал? Ну, я по ощущениям вкусовым Да. понимаю. Лимончик обязательно сюда. Можно сюда сольки добавить чуть-чуть. Их есть у нас. Хорошо. Там уже с майонезом. Нет, Здесь не будет майонеза. это просто сальса. Ты сейчас поймешь концепцию этого блюда. Хорошо, там Как я загнул. тхина там была. Тхина сейчас будет вот здесь. Мы здесь сделали заправку туда. Сейчас мы сделаем заправку сюда для Кати. А мы уже можем включить плату и уже потихонечку жарить это счастье. Катенька, посмотри. Марат, какое плата это в голове у этого робота, которого китайцы придумали. А это планча. счастье. Планчик. Планча, сынок. Вот Батя, сюда каплю, отец, которая осталась оливкового масла сюда. Ты думаешь, этой Вот капли не этой хватит? капли хватит. Ты что? Именно вот это, да. Хватит. Катя, мне для тебя и друга ничего не жалко, Вот особенно масла когда... лучше мне не нужно больше. Все. Ты что, не хочешь немножко начала? Как говорят на иврите, мы должны килу на ласот цева. Цева это цвет. Слышишь? Он Давид, должен поджариться с 2 сторон. Давид, если что, дома. Я вот, скажи, у тебя твой баклажан сильно чиркает? Ну, если ты не знаешь, так я тоже не знаю и не хочу это знать. Я просто уберу этот витраж, а сюда пусть чиркает. Это волосатая все стерпит. Тем более, так как Катя стирает, все будет нормально. Пока оно там жарится, мы делаем опять тахиновую пасту. Пройдемте. Ты что ты торопишься? Тихо, ну же. Такую же густую? Ты взял, Марат? Что? Очки вроде бы чистые. Ну ты все испортил. Ты когда налил, здесь красивое сердце было. Я хотел показать, что это чисто для Кати. Пардоньте. Ну ты взял все и как обычно. Мы вообще сегодня все делаем практически для Кати. Ой, да не Ой, рассказывайте. Да, не уже. да уж, самому больше не очень. Лимончик. И Ты, теперь мы... ты забыл добавить, что для Кати. Что мы делаем? В прошлый раз мы йогурт клали прямо уже в синенькие, а тут мы йогурт А кладем. правильно сказать, подливали. А тут мы йогурт кладем прям в тахину, как вы хотите. Ульяна, ты будешь это кушать или ты позовешь Миланию? Ложечку помою. На, и будем позови взбивать. Миланию. Слышь, у тебя язык шел шарпея. Такой же синий и красивый. Синькой мажем. Ну вот как посмотришь, Катя, на эту конструкцию. Где ты там? Да я тут. Вот это все. Что, к ней сходить? Милания, ты что там сильно занята? Хорошо надо взбить. На, моя девочка, на, моя солнышко, это мясо, оно тебе И поможет. это немножко другой вкус. Иди сюда. получается. Смотрите, чтобы баклажан не сгорел. На, моя любовь. Боже мой, это очень вкусно. Елисейка, сынок, там клубника. Тебе надо отсюда уйти. Хорошо? В твоем случае уехать. Хорошо? А там, где гортензии, можешь гонять. Они все... Трек, мам. Ну, проверяй машину. Со стороны это выглядит как трэш. Ну, когда присмотришься, слышь, ты молочага, Елисей. 5 баллов. Миланя, ты помогаешь? Не знаю, где ты там участвуешь, но ты уже выиграл. Слышь, а персик приходит в порядок? А кто сказал? Ну, кучерявку надо все Надо надо срывать. Ну, убирать, это да? сейчас давай, руками, да. Но главное, что видишь, А вот смотри, 2 есть. молодые идут. Катя, тут не 2, тут 22, я присмотрелся. Серьезно? Конечно. Не все так плохо? Не все так плохо, но могло бы быть лучше, если Ну, бы мы прям сразу именно среагировали. 22? Может, 43. Я не читал там. Время покажет. Идем. Идем, Марат зовет.
Я сделаю потише. Планча нагревается и Я потом... перевернул уже, нам надо цвет красивый. Да ты шо? Блин. Давай чем-то его. Что? Пусть Марат уедет, что ты как это. Чуть-чуть соли. Сереж, ну подвдень ему. Я не буду лезть, когда маэстро выступает. Марат, у вас горит. Ничего не... Вообще ничего. Вообще ничего не горит. Я говорю, горит. Сереженька, Смотри, Катя, туда дал я тебе всё? быстро... Да. Ну нет, конечно же, да. Да. Я тебе сейчас скажу, и ты поймешь. В Японии, когда старый, на вид уже беспомощный человек работает, ему тот молодой 55-летний человек вообще не мешает, он просто молчит. Он молчит и Спасибо, учится. Сережа, я понял твой. Я имею в виду, возраст здесь не имеет значения, просто уважение. Хочешь лизнуть? Пусть она лежит. Лимончика добавить? Катька, я себе тебя не знал, как дал Да, нас по добавьте. губам. Ты что? Все. И соли. И соли. Понял? Вот. Лучше бы я это не видел. Как и ты на ту ложку кидаешься. И чуть-чуть лимончика. Хочешь? Вон пришел человек. Лизнуть хочешь? Ну. Что, дать? Хоть кто-то хочет, видишь? Мама твоя отказывается, а вы у меня молодцы. А мама нет. А мама нет, да. Бусенька, стань ровненько, я тебе сейчас все дам. Мама тоже хорошая, я шучу. У нас все хорошие. И вообще все мамы хорошие. Да. Как там? Бывают просто непослушные дети. Но это временно, правильно? Да. Иди позови Ульяночку, я ей тоже дам. И буду вам вот так вот прямо до глубины, или как там говорят. Ой, я уже хочу что-то покушать. Тебе тоже почистить? Катя, это полезно. Ты что? Это такая... От этого и волосы, и грудь. Если от капусты просто грудь, от этого еще и волосы. Как это? Лоснятся. Не растут, то уже все уже. Просто будут шелковистые. Попробуй, это вкусно. такой прикол, А, кстати, Катенька. а у тебя уже начался марафон с 12 числа. Да, это можно. Это мясо. Там много людей белок. откликнулось, и все хотят. Вареный. Сережа, Так где сказать, такие? девочки, добро пожаловать на борт. Как это? Всего лишь месяц. Результат. На лицо. Смотри, что сейчас будет происходить. Марат, ты так позируешь, что только Катин талант позволяет передать. Это что за шпаклевка? Мы же уже колодец. Да, это именно шпаклевка. Мы же уже Сережа. колодец сделали и даже уже каплычку почти Серега закончил. А возьми красиво, перенеси мне вот на это вот прям баклажанчик. Ну, Ты его по-моему, это выключил? очень Наш синенький, красивый. Ах ты шо? Ой. Кунжут. Ну, это, наверное... Марат, ты прямо какой-то Ой, профессор, вот это даже вкуснее, чем там. профессор кулинарии. Что, вываливать? Да. Вы прямо вот так вот... Вот прям сверху. Не перевернуть? Не надо, не прям надо, вот это так. посекая нежность, Кать. Катенька. Я даже не знаю на вид, в какой степени это прожарка. Теперь вот так вот сверху прям вот много-много сальсы. Это что-то божественное. Ты берешь вилочку, ножик, садишься у камина, в нашем случае у этих прекрасных часов, и начинаешь это все употреблять. Это чисто для тебя. Сережа, даже не давай пробовать, он с ума сойдет. Слушай, ну сверху пахнет манджей. Вот то, что внутри, это полезно, а вот то, что лежит на дне, это чистое здоровье. Сережа, наливай пиво, мне водки, а мы с тобой будем вот это пробовать. Вместе с Скажи мне, ты думаешь, что она настолько не получилась, что без пива и водки его... Ты еще уронишь. Не уронил. Катенька, как тебе вот такой вариант? Ну, красиво. Однозначно. Ну, я надеюсь, что еще, Подожди, что ты что еще и вкусно. Оператор, смотри, коронный выход. Сейчас я покажу, как работают профессионалы. Как это? Душераздирающая, наводящая на аппетит картинка тебя ждет. Катя, приготовься. Так, маэстро, любую ложечку сам решай, куда пихать. Ох, непорядок. Это для Кати. Да хорошо, Даже подожди. не дотрагивайся до этого. Не разрешаю тебе. А я себе вот так, и тебе в первую очередь. Стоп. Я сейчас еще раз скажу то, что я сказал Кате. Вас ждет ослепительная картинка. То, что ты единоличник, и к тебе огромное уважение и низкий поклон, это все знают. Но тебя же смотрят люди. И что? Подожди. Чего же люди должны смотреть это все дело?
без немножко кинзы и хаотично разбросанных помидор. Или как это, огурцов. Не знаю, что Катя купила. Ну пусть это будет. Разве так не красивее людям смотреть, как ты в свой шикарный еврейский рот будешь запихивать этот деликатес? Люди, смотрите, как я свой шикарный еврейский рот. Ай-дай, тара-да-дай-дай, тара-да-дай-дай, и почти полуеврейский рот. тара-да-дай-дай. Буду пихать. Чтоб ты нам был здоров. И как вы говорите, чтобы у вас ручки не болели. Открывай Нет, рот, открывай. Я не хочу, я Давай, же- я тебя никогда не кормил, давай. Маратик, сорян, я бы попробовал, не могу, меня ребенок зовет. Что там случилось? Всё, ты прозевал все. Ёханый бабай. Короче, друзья, от всей души с настроением для вас, как обычно, попробовал Марат и будет отмывать своих детей от детских телефонов. Всем пока-пока. Чао. Миланья, я думаю, это надо уже, солнышко. Поменять. Не, ну ты видишь, как она старается. Правильно? Так знает где. Так чего я туда лезу? Типа, обалдеть. Человек хочет работать. Я превзошел себя. Снимаю шляпу. И чисто вот не планировал, но позвоню бабе Кате. От Марата Джана привет. Елисей, Шо, иди огонь? попробуй, там одни овощи. А она настоялась, холодненькая. Солнышко, давай я поменяю тебе сандали, потому что ты большая молодец. Нагиловы. Ой, ну видишь, девочка, самое главное, что в белом. Нагиловы, смеха. Да. Садись, моя любовь. Все, мы уже... не совсем в белом, сорян. Мы уже закончили, сейчас будем кушать, пить. Марата провожать и веселиться. Стой, босиком не ходи, я дам тебе что-нибудь. Что, вкусно? А? Вкусно? Неожиданно. Ты не мне, ты своей маме скажи, ты же не на этом. А я знала, что ему понравится. А, И ты тоже? ты тоже? Сейчас. Все, Катюня, делай паузу. Как там на сегодня? Как говорят в Одесской киностудии? Стоп-кадр. На сегодня все по домам, Да. работа окончена, кадры все сняты, реквизит по местам. Все, оставил реквизит быстро. Кушай, кушай. Это Елисей. нельзя есть, сказал. Оставил реквизит. Так они и жили. Не, ну хорошо. Слава богу, мы сняли. Все, я в огород. Мне надо огурцы и помидоры А и... их вечером можно сажать? Оксану или как ее? Яна. Яну сажать надо Уже всех. я запомнил. Ну, берегись.